Привет, друзья! Начинаю серию видео, как я красить буду вот этого товарища. А точнее, как я рисую красный цвет. У нас красная броня, это кровавые ангелы. Красной брони много, соответственно, много чего можно будет на ней сделать. Как вы видите, он у меня почти весь в сборе. Просто потому что мне так удобно. Я знаю, что я буду делать в каждой конкретной части его. Поэтому собрал так, чтобы его красить как мне удобно. Вот этот наплечник я сделаю сейчас первым и оставлю пока. На нем будем рисовать фрихенды. Итак, что я до этого сделал? Я всю броню, черный грунт мой, да, видите, да, черный грунт. На черный грунт я дунул сначала бордовым цветом, потом красным. С растяжением черный. Все. Это основание наше. Что мы будем дальше делать? Какими красками работать, да? Нам понадобится наш любимый бордовый цвет. Это Валежа 72 711. Понадобится Валежа 71 083. Это скорее оранжевый цвет уже. И совсем оранжевый я взял тоже Валежа 71 130. Плюс красный цитадель. Это просто ярко-красный алый цвет. Можете заменить его любым, какой вам понравится. Ну и черный, соответственно, как для наших теней. Итак, начнем вот с этого нашего атрибута наплечник. Пока я беру бордовый и подвожу некоторые места ему. Он уже готов, база готова, задута. Но вот здесь я хочу, чтобы был не коричневый цвет, да, а скорее бордовый. Переход красного в бордовый мне нужен. Поэтому я это делаю. Подрисовываем. Здесь тоже в самых темных местах нам нужен бордовый. Когда черный понадобится, мы уже поверх него нарисуем. Я сразу напомню, что рисую красками для аэрографа, они уже готовы, разведены. Меня лично устраивают. Кое-где я подведу его, не везде. Вот, например, в тенях, да. Что мы хотим достичь? Мы хотим достичь ярко-красный цвет, чтобы он переходил, просто был визуально красиво смотрелся. Так, следующим шагом мы берем красный наш. И начинаем растягивать его. Так, нам понадобится бордовый. Для того, чтобы нам его плавненько растянуть. Берем бордовый, чисто бордовый, наш Валеджа, и растягиваем. Очень ловко это сделать аэрографом. Я делаю это сейчас кисточкой для того, чтобы вам показать саму схему. Так я, конечно, бы сделал аэром и даже не парился. И вам советую. Аэрограф очень хорошо растягивает эти переходы. Не надо потом дорисовывать их будет. Вот сейчас мне понадобится, а так вот он уже светится ярко-красным, да, видите? Размешиваем, перемешиваем, сглаживаем. Красиво, чтобы все было. В принципе, здесь займет место фрихенд, да, но я вам показываю, что на других частях точно так же надо делать будет.
Готовим хорошо ее. Вот он у нас уже заиграл, да, красный цвет. Запомните, красный цвет важен, да. Немножко черного возьмем. Начинает играть именно в сочетании с, например, с тем же черным, да, или некоторыми другими цветами, не всеми. Сразу скажу, не всеми. Он своеобразный цвет такой. Здесь работает, как вам сказать, на красный очень хорошо работает вот это вот высветление, да, вместо яркости его и не очень большой яркости. Вот у нас сейчас на наплечнике это хорошо видно, да? Есть и более яркое место, освещенное, так скажем, да, и менее яркое. И, соответственно, сразу же ваш красный цвет играет. Он живет, оживает, да, видите? Если вы просто дуете красным его весь, даже соблюдая там очередность цветов, база там и так далее, но не получите ничего. Такой визуального эффекта вы не получите. Запомните, красный работает очень хорошо с темными местами, с затемнениями. Вот яркие места переходят в менее яркие, да? И тогда он начинает работать. Иначе желаемого эффекта не добиться. Так, сейчас пока он сохнет, наплечник, я то же самое повторю со всеми деталями, которые мне нужны на рыцаре. Бордовый нужен еще. То есть, запомните еще раз, да, не будет красный цвет работать там, просто с желтым или с оранжевым, да. Не получите эффекта, вот, который вам нужен. Как вам нравится, что вот у меня выходит. Я давно обещал как бы поработать с красным цветом плотненько, показать вам. Вот пришло время. Чтобы он хорошо у вас работал, светился, яркий, красивый, красочный, вам всегда понадобится более темное место. В сочетании яркого с темным. Иначе не получится ничего. Вот здесь даже в краях можно даже добавить черные. В общем, работает красный на контрасте. Чем выше контраст, тем ярче он играет. Все остальные это вот самый простой вариант, когда ваш красный будет замечательно смотреться. Все остальное, как бы, все остальные варианты, они условные. То есть всегда есть какие-то но. Вот в этом варианте, что я вам показываю, но никогда нет никакого. У вас стопроцентная работа красного цвета. То, что же вы хотите получить, то у вас и будет. Яркий алый, может не яркий алый, какой угодно. Даже бордовый цвет будет работать в таком же вот, в таких же условиях. Любой оттенок красного цвета, так скажем, будет работать в таких условиях. И оранжевый, и просто алый, и бордовый. Запоминайте. Сейчас нам не нужен оранжевый, ярко-алый. Мы рисуем просто красный. Так, ну вот здесь вот, я думаю, зря я так сделал, потому что нужно будет выделять капельку. Поэтому, ладно, потом доработаем. В принципе, на этом урок можно было бы и закончить. Основное я вам сказал, как работает красный цвет. Ну, деталей с ним уйма. С опытом приходит понимание разнообразности этого красного цвета, где что и как. Поэтому смотрим дальше, продолжаем. Попробуем
научиться еще чему-нибудь. Не будем спешить выключать камеру, телевизор или iPad. Так. Здесь у нас, да, видите, капли и ярко-алый цвет нужен нам одновременно. Поэтому мы еще подумаем. Их надо будет выделить как-то. Так. Ну, в детали все придется выделять. То есть для красного цвета очень хорошо, да, окантовки деталей более темными вариантами цвета. Это стопроцентный выстрел. Так, ну вот. Не знаю, надо ли нам... Ладно, с флагом попозже. Теперь, собственно, броня, да? Итак, у нас есть выступающие части. Вот. Есть более темные. Предлагаю сразу начать с них, с более темных. Мы сейчас их обозначим. Нам их надо выделить просто. Выделяю черным цветом. Сразу говорю. Далее перехожу к бордовому. Растягиваем его. Наш бордовый. Вы спросите, зачем тогда я носил основу? Еще раз повторю, я хочу вам показать сам процесс. Итак, берем теперь, пока он не высох, берем наш ярко-красный алый. И понеслась, оставляя пространство за бордовым, мы растягиваем алый теперь. Видите, да? В центрах. Вот переходы делаем с бордовым. Здесь вот можно усугубить. Теперь уже чисто алым пройдем. Когда краска подсохнет, ваши труды будут видны очень ярко. Не забываем об эффекте акрила, что вот он подсаживается, да, после того, как мы его нарисовали. Он бац и сел, когда высох. Вот такое, да. Возьмем немножко черного вот здесь вот. И затемним это место. Так. Растягиваем, растягиваем, растягиваем. То же самое сделаем с этой стороны. Бордовый переходит в темный.
и одновременно в ярко-красный. Мешает немного меч. Вот, скажем так, первый этап высветления нашим закончен практически, да? Сейчас мы еще ракетную установку сделаем. Все очень достаточно просто, как вы видите, да? Все основано на блендинге, на смешивании, плавном переходе одного цвета в другой. Так. Чем больше у нас теней возникает в разных углублениях и переходах в черный, прям переходов, тем красный будет смотреться более живым. Итак, с этим мы закончили, с броней. Сейчас мы давайте вот здесь вот кое-что сделаем более ярко. То же самое все. Чем больше контрастности у красного, тем лучше он выглядит. Не забываем это. Сзади просто можно уже перейти в бордовый и черный. Тогда у нас выйдет такой достаточно контрастный вид. Вот она, база наша готова. Следующий шаг, уже оттачиваем мы это дело все. Перервемся.